Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о шиншиллах. Что мы знаем о них? Наверное, то, что шиншиллы милые животные, которые имеют мягкую шубку и задорный нрав. Они неприхотливы, никогда не проявляют агрессию и охотно доверяют человеку. Шиншилл часто держат в домашних условиях. Шиншиллы привязываются к владельцам и заставляют полюбить себя всей душой. В этом выпуске мы раскроем интересные факты о шиншиллах и поможем узнать их поближе. Поехали! Шиншиллы появились на нашей планете много тысяч лет назад. Слово шиншилла произошло от названия перуанской провинции Чинча, которая расположена в Перу. Родиной шиншиллы является Южная Америка. Естественный ареал обитания шиншилл включает пустынные высокогорья Анд, а это Чили, Перу, Боливия и Аргентина. Шиншиллы предпочитают сухие скалистые районы на высоте от 400 до 5000 метров над уровнем моря. Различают всего два вида этих зверьков: малая длиннохвостая шиншилла и большая короткохвостая, она же перуанская. Между собой они отличаются только размерами и длиной хвоста. Короткохвостая шиншилла встречается под названием боливийская, перуанская и королевская шиншилла. Естественным ареалом являются чилийско-аргентинские Анды, Перу и Боливия. Длиннохвостая шиншилла очень редкий в дикой природе вид, который обитает на высокогорьях Анд в Чили. Отличается длинным пушистым хвостом и длинными усами, которые помогают грызуну ориентироваться в темноте и находят корм. В высокогорной местности разряженный воздух. Выжить в таких условиях могут далеко не все живые существа. Шиншиллы — редкое исключение. Кровь животного переносит большое количество кислорода к мозгу и внутренним органам. Благодаря этому шиншилла отличается выносливостью. Она не испытывает дискомфорта на участках с разряженным воздухом. У шиншиллы голова округлой формы, на короткой шее. Длина тела от 20 до 40 сантиметров. Длина хвоста до 20. Глаза крупные, уши округлой формы и довольно-таки большие по сравнению с телом. В длину 5-6 сантиметров. На передних лапках у животного по 5 пальцев, на задних по 4. И они в 2 раза длиннее, чем передние, что позволяет грызуну совершать высокие прыжки. Шиншиллы отличаются отличной прыгучестью. Зверек может подпрыгнуть на высоту более 2 метров. Также подушечки на лапках помогают существу легко перемещаться по горным отвесным склонам. Густой и теплый мех шиншилл необходим зверькам для выживания в холодном горном климате. Это один из наиболее плотных видов меха у животных. На 1 квадратный сантиметр кожи приходится более 25 тысяч волосков. Из каждой волосяной луковицы их растет около 60-80. В таком плотном меху даже не могут жить паразиты. У шиншилл нет потовых и сальных желез. В воде их мех намокает, и шиншилла даже не способна удержаться на поверхности. Чтобы избавиться от влаги, удалить выпавшие волосы и почистить мех, шиншиллы принимают ванны. Но песочные зверьки не любят купаться в воде. Вместо этого они предпочитают валяться в пыли или песке, а самый писк для них — это вулканический пепел. Чтобы во время так называемого купания в уши животного не попадал песок, в его ушных раковинах предусмотрены своего рода перепонки. Они защищают ушки и избавляют существо от возможных проблем. У шиншилл нет сезонной линьки, поэтому они самые гипоаллергенные животные в мире. Шиншиллы могут спать практически в любом положении. В трещинах между камнями сложно занять удобное положение. В результате зверьку приходится довольствоваться тем, что есть. Убежищами им служат трещины в скалах и пустоты под камнями. Если таких естественных мест нет, то зверек вырывает нору. Шиншиллы умеют издавать различные звуки. Они пищат, визжат и даже хрюкают, крякают и лают. Разумеется, звуки не в точности похожи на хрюканье настоящей свинки, кряканье утки и лай собаки. Однако они умеют подражать не хуже некоторых птиц. Шиншиллы дважды переваривают пищу. Подобный процесс наблюдается у ряда других существ. В отличие от многих других животных, в дикой природе шиншиллы живут дольше, чем в неволе. Так, в естественных условиях существа доживают до 30 лет, а иногда и более. В неволе шиншилла редко доживает даже до 20. Это говорит о том, что шиншилла очень свободолюбива, и никакая кормежка и хорошие условия не заменят им горный воздух родных Анд. Как и другие травоядные грызуны, шиншиллы питаются различными растениями, в основном злаковыми, а также семенами, мхом, лишайниками, кустарниками, корой деревьев
деревьев, изредка мелкими насекомыми. Шиншиллы очень забавно едят. Они берут пищу в передние лапки, садятся на корточки, откусывают по кусочку и активно жуют. Это выглядит очень мило. Зубы у шиншиллы растут на протяжении всей жизни. При этом они имеют свойство стачиваться при употреблении твердой пищи. Поэтому длина зубов не создает дискомфорта. В дикой природе шиншиллы собираются в группы. Численность особей доходит до 100. Поэтому шиншиллы – колониальные животные, которые ведут активный ночной образ жизни. Крупные черные глаза, длинные усы и большие уши также являются приспособлениями к ночному образу. А вы знали, что у шиншилл самки больше, чем самцы? Их вес достигает 800 грамм, тогда как вес самцов находится в пределах 600-700. Шиншиллы являются моногамными животными. С приближением родов самка практически не кушает и не двигается. В одном выводке от 1 до 5 детенышей. Малыши появляются на свет в пухе с зубками и открытыми глазками. Буквально сразу после рождения они могут самостоятельно передвигаться. В год самка может приносить до 3 выводков. Выкармливание малышей продолжается от 45 до 60 дней. У шиншиллы плохое зрение и при этом хороший слух. Зверек может распознать потенциальный источник опасности на достаточно большом расстоянии. В природе на шиншилл могут охотиться волки, лисы, куницы, птицы, скунсы, змеи. Да, самым опасным врагом для грызунов является гюрза, а наибольший вред популяции шиншилл и самый опасный для них враг, конечно же, человек. Мех эти зверьки сбрасывают только при стрессе или в качестве защитной реакции, оставляя клочок меха в зубах хищника. У шиншиллы есть еще одна защитная реакция. Увидев небольшого хищника или соперника, зверек становится на задние лапки, издает угрожающие звуки и обстреливает врага струей мочи. Вот и все, что может сделать шиншилла, это сбросить кусочек меха и пописать на врага. К такой нарядной шубке при таком количестве врагов явно должен прилагаться автомат, ну или хотя бы кортик. Мех зверька считается самым мягким и плотным из всех существующих. Он эффективно сохраняет тепло тела и высоко ценится среди производителей верхней одежды. Животных часто убивают, чтобы сделать меховое изделие. Ведь на одну женскую шубу уходит сотня шкурок. По этой причине в середине 19 века шиншиллы были практически полностью уничтожены. Чтобы восстановить популяцию, люди решили заняться искусственным разведением шиншилл. И то не потому, что их стало мало, а опять-таки из-за шкурных интересов. Ведь шуба из шиншиллы признана самой дорогой и редкой в мире. А домашний этот зверек был всего 100 лет назад. В 1919 году американец Маттиас Чапмен начал отлов шиншилл в Андах. Но сделать это оказалось не так просто. За 3 года удалось поймать лишь 11 зверьков, 8 самцов и 3 самочки. После получения разрешения Чапмен вывез их в США и организовал шиншилловую ферму. К жизни в неволе шиншиллы адаптировались достаточно быстро, а в естественных условиях сейчас шиншилл можно встретить только в Чили. Но и там их осталось не более 10 тысяч. По данным зоологам, сейчас не более чем 40 колоний диких шиншилл. Шиншиллу занесли в Международную Красную книгу. Зверей, что пускают на шубы, по закону должны разводить на специальных фермах. Однако в Чили не тот градус социальной ответственности, чтобы все контролировать. Десятки охотников ежедневно поднимаются в горы за этими маленькими зверятами. На черном рынке браконьеры получают хорошие деньги за каждую шкурку. Бедных охотников понять можно, да и то с трудом. Но вот что вообще в голове у людей, которые зачем-то покупают эти шубы, которые являются главной причиной? Зато индейцы утверждали, что копать золото нужно там, где водятся эти животные. Существует даже такая примета. Шансы найти клад значительно возрастут, если шиншиллу просто взять с собой на поиски в качестве талисмана. И по этой легенде, если бы человек не истреблял этих зверушек, каждый человек уже нашел бы клад, и не один. Хотя и сама шиншилла является богатством нашей планеты. Любите шиншилл и других зверят, они классные. А на этом все. Подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.